Друзья, всем привет! На связи часовая биржа. Поехали! Друзья, привет! Сегодня наконец-то снимаем для вас долгожданный видеоролик на тему роликсов оригинальных и неоригинальных. Для этого мы позвали нашего подписчика и друга Максима, который очень хорошо и сильно разбирается в данном вопросе. Он изучал вопрос фальсифицированных роликсов из Китая, знает те фабрики, где их производят. И специально для вас привез роликс, который визуально не отличить от оригинального. В одной руке сейчас у меня оригинальный роликс, в другой не оригинальный. И по ходу данного видеоролика вы поймете, где какой. Так как с визуальной стороны, с внешнего вида, это абсолютно не отличить. Максим, скажи, пожалуйста, происхождение неоригинального роликса, как он попал к тебе в руки? Ну смотри, есть три фабрики, которые производят Rolex в очень хорошем качестве. Это фабрика ARF, которая считается наиболее успешной, которая делает наиболее качественные часы. Вторая фабрика — это фабрика Nub. Она довольно известная, и часы в основном, которые представлены в Москве, в Санкт-Петербурге, в качестве копии или под видом оригинала, ввезенные, они именно этой фабрики в основной массе. И есть третья фабрика, называется JF, она менее известна. Она делает сабы в основном до 2008 года. У нас на видео Submariner от фабрики ARF, от топовой фабрики, в самой топовой комплектации, если можно так сказать, версия 2 с клоном механизма SH3135. Попали они ко мне от дилера в Китае, то есть для того, чтобы этот вопрос изучить, мне пришлось найти именно дилера, который может привезти их в самые кратчайшие сроки, и вот за 3 дня они оказались в Москве. Ну, давай про стоимость данной копии мы говорить не будем, да? Мы только скажем, что оригинальных дешевых роликсов не бывает. Мы, как часовая биржа, всегда топим только за оригинал и вам советуем, если немножко не хватает, поднакопите, либо же возьмите там марку немножечко подешевле. Друзья, давайте тогда начнем с визуальных отличий. У нас топовая версия подделки на состояние 2019 года, правильно, на момент съемки. Что бросается в первую очередь? Ну, лично мне кажется, что первое, что бросается в глаза, это жемчужина, которая на репликах, в данном случае на реплике от фабрики ARF, смещена немного правее. Это может быть не видно под углом, но если смотреть под увеличением, видно, что жемчужина стоит не совсем ровно по центру в этом треугольнике. Однако хочу отметить, что это зависит от фабрики к фабрике, от партии к партии, от версии к версии часов. И жемчужина может стоять в том числе и идеально ровно. Но здесь она вот немножко правее смещена. Это, мне кажется, первое, что выдает часы вот с такого близкого расстояния. В правой руке у меня находится Rolex оригинал. Посмотрите, пожалуйста, как сделана центральная жемчужина, светонакопитель. Он расположен ровно по центру, отцентрован, собственно, как и все детали в Rolex, они сделаны идеально. А вот здесь же, на копии, мы можем наблюдать, я сделаю детальные фотографии в приближенном формате, и вы сможете лучше увидеть. Вот эта жемчужина, она смещена. Пойдемте дальше. Да, по поводу окошка даты. По поводу окошка даты. Смотри, в фабрике ARF вроде бы кажется, на первый взгляд, все идеально, но выдает часы, естественно, дата всегда, любой Rolex, любую копию. На первой версии данной фабрики, то есть версия 1, на самом деле с завода идет очень жирный шрифт даты, очень, то есть прям видно, он прям кричащий. Вот, на версии 2 шрифт даты, он более аккуратный, но все равно при сравнении с оригиналом можно заметить, что он все равно чуть больше, чем оригинальный. Плюс стоит отметить, что если в часах от фабрики ARF или Nub стоит клон механизма 2836, то, естественно, центровка даты будет не идеальной. То есть она будет смещена либо чуть ниже, влево, либо где-то кверху. То есть это будет зависеть там, от механизма. Но на клоне 3135 здесь она идеально центрирована, но все равно шрифт ее выдает. То есть дата — это ключевое тоже, на что стоит смотреть. Я еще хочу обратить внимание, что на оригинальных роликсах всегда, где окошко даты выпилено, она сделана исключительно идеально. Я также сделаю фотографию, и можно будет видеть, что на копии дата условно вырублена топором, и грани там неровные. А на оригинале абсолютно ровный вырез, апертура, через которую мы можем наблюдать. Ну да, если присмотреться, там шрифт даты не совсем такой четкий, то есть он зернистый, немножко грубоватый. Но не стоит забывать, что есть умельцы, которые продают копии под видом оригинала, и если у них есть копия 3135,
копия механизма 3135, то этот механизм поддерживает запасные части от оригинала, и никто не мешает мошеннику или человеку, который пытается продать реплику под видом оригинала, купить оригинальный диск даты и поставить его на 3135, на фейковый 3135. И визуально, честно тебе скажу, при ровной жемчужине, при том же цвете инсерта черного цвета, и смотря на дату, ну вот будет очень сложно казаться, что здесь что-то не так. Еще, знаешь, я вот заметил по поводу даты, да, то есть здесь она, ну, все равно такая, как ты выразился, кричащая и больше выделяется, нежели чем, то есть отличительная черта всех роликсов это субмаринеров практически, ну, то есть я имею в виду с датой, который, да, вот этот увеличительный циклоп, и вы можете наблюдать дату на расстоянии вытянутой руки. То есть фактически это очень удобно. Здесь мы, конечно, ее можем наблюдать, но она чересчур такая толстая, да, выпиленная. Но на первых версиях она вообще очень жирная, и вот люди, чтобы казаться, что у них там оригинал и так далее, ставят какие-то вот упрощенные диски даты, которые наиболее сильно имитируют оригинальный диск даты, или даже ставят оригинальный диск даты, и честно тебе скажу, ну, будет очень сложно визуально вот так вот понять, пока ты, естественно, не вскроешь часы, что что-то не так. Окей. Что делают на копиях люкс с безелем, керамика? Раньше до фабрики АРФ в основном присутствовала на московском и петербургском рынке фабрика Нуб. Она наиболее доступная была, и на тот момент была распространена версия 7 часов, ну то есть я говорю просто о градации. Почему именно говорю о 7 версии? Потому что на тот момент на 7 версии китайцы не умели делать цвет меток, такой же, как в оригинале. То есть если ты говоришь об инсерте, то как бы черный цвет, они попадали и тогда, но цвет меток, они были очень темные, то есть темно-серые. То есть это было видно даже при хорошем солнечном свете, при дневном свете, все равно, что они немножко тускловатые. Вот. Сейчас же, ну, выпустил 8-ю версию часов, 9-ю версию часов, они начинают попадать реально в цвет меток, как ты можешь видеть. И фабрика АРФ, вот, они сделали максимально похожий цвет безеля, черный, и меток. То есть на первый взгляд, даже при освещении, это же может быть игра света, правильно? Да, может конечно. даже быть непонятно. Но вот на 7-й версии Нуба, фабрики Нуб, было очень видно это. И еще стоит отметить, что черный цвет здесь похож очень сильно. Один в один, можно сказать. Но вот, например, Халк, зеленый цвет, китайцы так они научились подделывать. Ну, кто бы что ни говорил, кто бы что ни писал, это всегда очень сложно поймать, это всегда игра света. И китайцы, когда фотографируют часы на продажу, как бы кажется, что все идеально. Но, тем не менее, цвет безеля они не научились так хорошо подделывать. Ну и, собственно, цвет циферблата. То есть с Халками надо будет с Халками смотреть на безель, и будет примерно да, все понятно. Да, там будет понятно. Там цвет будет, ну, разительно отличаться от оригинала. То есть, конечно, все покажет детальное сравнение. Вот черный очень сложно отличить. Вот, и метки здесь, ну, я хочу сказать, что очень сделаны, ну, похожи. А вот в Халках именно можно даже на метки не смотреть. Зеленый цвет все выдаст. Окей. Дальше. Идем по корпусу и по браслету. Как мы видим, что здесь полировка, полированные сатинированные части, они идентичные. То есть здесь каких-то отличий найти со стороны практически невозможно. То есть подделывают уже до такого уровня, что визуально никак не отличить. Да, там можно посмотреть, как он присоединен к корпусу, ничего не болтается, все держится очень четко и ровно. Хочется отдельно уделить внимание застежке. Есть отличительная черта для тех, кто не знал, это точки на гравировке. Точки на гравировке Rolex. Так вот, здесь мы также фотографии дополнительные прикрепим здесь к видеоролику. Мы специально взяли увеличительное стекло. Как мы можем наблюдать на оригинале, все точки находятся на тех местах, где они должны находиться. Вот здесь вот вы можете увидеть эту фотографию. На копии же эти точки расположены немного в другом месте, и они выдают себя. То есть почему, ну то есть казалось бы, поставить точки это самое элементарное, что можно подделать. Если подделывают цвет керамики, тон, то почему не подделывают вот такие вот незначительные штуки? Ну тут два варианта. Либо они не сильно заморачиваются, так как вроде как это застежка, ничего не видно, и никто не будет ходить с лупой смотреть. Либо второе, я думаю, это основная причина, что нет такой технологии, да, точечной, качественной, потому что Rolex славится тем, что он
педантичен в мелочах, во всем, в гравировках и так далее. И, собственно, высококлассное оборудование используется для производства часов и гравировок, даже таких мелочей, да, как точки. И китайцы, естественно, не располагают таким оборудованием, поэтому, ну, и, видимо, никто не заморачивается. Для того, чтобы определить, оригинальная застежка или не оригинальная, то есть, опять же, мы можем получить некий сэндвич, приобретая неоригинальные часы, и смотреть их визуально. И могут поменять и диск даты, и там циферблат поставить, и могут безель купить там с разбитых часов, доставить их, застежку поставить с оригинальных часов. Самое главное и самое интересное находится внутри. И мы рекомендуем всегда часы вскрывать. Да. Если вы покупаете их не в проверенном месте, покупаете у продавца с улицы или незнакомого вам человека, без документов или еще каких-то оригинальных признаков, то обязательно нужно скрывать. Если, вот сейчас мы вскроем, посмотрим этот механизм, самому очень интересно, я еще не вскрывал, что там находится внутри. Дальше, Максим, что еще по визуальным признакам первичного осмотра тебе бросилось в глаза? Мне бросился в глаза циферблат. Как ты можешь видеть, на реплике окантовка меток более тонкая. На оригинале она, можно сказать, более выпуклая и такая, ну, более жирноватая. Вот. Плюс, если выключить свет и посмотреть на люм, то качество люма, яркость его на реплике будет не такая интенсивная, хотя цвет будет очень похож. То есть на циферблате в основном, мне кажется, если так посмотреть на двое часов, видно, что метки на оригинале имеют вот более толстую окантовку. Плюс на копии метка 12 часов и 6 часов, они слишком задраны кверху. Как ты можешь видеть, вот на копии метка 12 часов, она прям как будто залезает на метки. Да. И шестерка тоже залезает прям впритык. Вот. Что касается стрелок, то при прям детальном осмотре там, под лупой, да, можно увидеть, что качество обработки на копии стрелок не такое хорошее, естественно, там какие-то микроцарапины будут, вот. Но тем не менее стрелки имеют так называемый роликсовский 3D-эффект, то есть ARF это одна из перфабрик, которая на самом деле сделала это, то есть визуально, в принципе, с руки тоже будет непонятно, ну, смотря на стрелки, они похожи, но качество их обработки и под увеличением все будет видно. А по поводу циферблата, в принципе, я думаю, метки здесь самые кричащие. И что еще? Они научились попадать в шрифт, то есть шрифт Rolex и все надписи, они имеют такой же шрифт и такое же расположение буква к букве. Вот. Качество печати, конечно, отличается, но тем не менее, да, визуально, мне кажется, очень сложно будет увидеть, что там какая-то есть разительная черта. Да, там, когда раньше можно было увидеть, что там буква F не такая, не с таким хвостиком, или равно, знак равно не такой. Вот. Но тем не менее, мне кажется, на этой версии китайцы научились это делать. Но на что я начал обращать внимание, вот прям вот основательно, это на корону. Тут как раз хотела сейчас спросить. На оригинале вот эта выемка, назовем это так, отверстие в короне, оно более широкое. На копии вот видно даже, ну, невооруженным взглядом, что она маленькая, узковатая. То есть это то, что бросается в глаза тоже. Друзья, смотрите, все часы Rolex поставляются с картами, в которой есть серийный номер. Данный серийный номер должен совпадать с номером, который находится внутри безеля. И обязательно обращайте внимание на то, как аккуратно нанесены надписи Rolex. Как нанесены надписи Rolex, ну и, соответственно, совпадает ли карточка. Потому что вот я вам хотел еще показать, я взял с собой вот эту вот карточку, не оригинальную. Бывает, что оригинальные карты затирают. На карточке обязательно должен быть серийный номер, референс, номер клиента, печать дилера, который там ее осуществлял, дата продажи. Вот. Либо же вам вот такой комплект, как с этим Rolex шел, вот такие вот бумажки. Да, в такой коробке он же. Вот такая вот коробка. И вот это очень важно, то есть это первый признак. Не так давно я узнал, что китайцы научились подделывать и документы, то есть там даже есть градации версии карточек, то есть там версия 1, версия 2, версия 3. И вот недавно, месяца 2 назад я увидел, что есть карточки, которые бьются, ну то есть номер совпадает на окантовке и номер на карте, и карта точно так же подсвечивается под ультрафиолетом, то есть если проверять, как бы, ну, это даже намного пугает немножко. Мы тут не говорим о цене, но в принципе стоит сказать, что $60 добавляешь в покупке реплики, тебе дадут и коробку, и документы с такими же цифрами, с таким же референсом, что и на окантовке. То есть за экстра плату можно прям... Это стоит $60. По поводу звука застежки, сабмаринеры, эти застежки тоже очень славятся этим звуком приятным. И
Не оригинал. Идентично практически. Ну да, на самом деле, да. Дело в том, что китайцы научились делать браслеты и, в принципе, корпус. Раньше копии делались из 316 стали, которая, ну, по своим характеристикам блеска, Мгм. свечения вот этого, да, на свету, она проигрывала, естественно, 904, вот, но сейчас китайцы делают уже роликсы из 904 стали. У тебя в руках как бы копия из 904 стали, которая точно так же блестит. Очень сложно, конечно, оценить ее характеристику там устойчивости к царапинам и так далее. Конечно же, это не оригинальная роликсовская сталь, но если китайцы говорят, что это 904 сталь, люди, которые давно в этой теме, которые тоже копают в подделках, они говорят, что, наверное, китайцы не врут. И реально видно разницу между 316 и 904. Слушай, ну по ощущению, по весу часы идентичны. То есть практически вот я их ощущаю ровно одинаково. Да, и блестят они точно так же. То есть и защелка точно так же защелкивается, потому что сталь как бы максимально повторяет оригинальную сталь. Это я как раз хотел добавить, я уже покрутил. Вот это не оригинал, и ход застежки здесь вот этой вот дополнительного увеличительного звена, он такой, как это сказать, разболтанный немножечко, и, конечно, не соответствует стандартам качества. Стандартам Rolex. У Rolex ты берешь и четко понимаешь, как это должно работать, а здесь ты берешь, и она вот, ну, какая-то, ты это ощущаешь. Но, опять же, ты это ощущаешь только потому, что есть с чем сравнить. Да. Если мы говорим, что вот это Арик, а это не Арик, то здесь, и ты их в руках одновременно держишь, ты можешь это отличить. Как говорится, там шансов 50 на 50, угадаешь ты или не угадаешь. Давай переходить к самому интересному. Я сейчас открою заднюю крышку, и мы посмотрим на машинку, которая находится внутри, на чем они работают. Пока ты открываешь часы, стоит сказать также про заводную головку. На оригинале, естественно, она подходит как бы почти вплотную к корпусу, но на копии, даже в закрытом положении, в данном случае на версии 2 фабрики ARF, заводная головка, она вроде бы полностью закручена, но тем не менее имеется такая небольшая щель, я бы даже сказал. Прям, если так посмотреть визуально, прям близко, реально заметная, там, в миллиметр. То есть создается ощущение, что все равно головка заводная не закручена. Но тем не менее, заводная головка также имеет вот этот вот резиновый уплотнитель, резиновое кольцо, то есть как бы часы защищены, ну, с точки зрения, да, водозащиты. Вот. Но тем не менее, почему-то, видимо, обработка короны, которая закручивается, ну, не до конца хорошо сделана, и как бы появляется вот эта щель. Плюс, если ты перевернешь часы, и как бы крышка наверх, и будешь смотреть на часы и на крышку, ты увидишь, что, например, на копии 3135 и на оригинале 3135 заводная головка находится на той же, в принципе, высоте относительно крышки задней. Но если в копии стоит механизм клон 2836, то заводная головка будет, ну, очень сильно выступать. Это будет тоже там миллиметр, даже миллиметр, запятая доли миллиметра. Вот, это будет, на самом деле, при сравнении с оригиналом бросаться в глаза. Вот. И пока ты подходишь именно уже к механизму, мне кажется, самое главное, стоит сказать, что пока нет возможности человека вскрыть часы, пока нет возможности посмотреть, что там внутри, можно просто попробовать перевести стрелки. Если в копии, если в роликсе, который вам продают, стоит 2836, если она сделана визуально идеально, если все неотличимо, но если вы начинаете менять дату или переводить стрелки, то они будут двигаться в обратном направлении. В обратном направлении. Я сейчас, друзья, хочу вам перед тем, как открыть крышку копии, хочу детально показать, как выглядит оригинальный механизм Rolex. Вот так вот выглядит оригинальный 3135. Фирменные красные барабаны. Так вот отцентровано. Великолепный уровень отделки. Все четко. Даже при детальном увеличении видно, как обработаны винты, насколько здесь все красиво, все надписи, все болтики отдельно отполированные. Друзья, там мы также прикрепим детальные фотографии. А теперь к самому интересному. Что же у нас находится внутри сверхкопии, суперкопии? Вот почему-то вот это вот... Уплотнитель уже вылетел. Уплотнитель, причем, обращаю внимание... Он уже форму потерял, да? Что после первого вскрытия уплотнительная резинка
сразу же потеряла свою форму. А вот так вот, друзья, выглядит неоригинальный 3135. Это механизм SH3135. Ходят слухи, что этот механизм полностью взаимозаменяем. То есть я имею в виду, что запасные части взаимозаменяемые, и умельцы покупают некоторые запасные части. Там, да, барабаны ты можешь увидеть, что они, допустим, сверху только покрашены, а сбоку нет. Да, Для вот видимости покупают и барабаны, и баланс ставят, и пытаются потом продать под видом оригинала. То есть на eBay где-то находят бэушные запасные части. И, ну, я думаю, что эти слухи правда. То есть механизм потом реально работает. смотрите, что в первую очередь бросается в глаза. То есть если вы вот так вот его вам открыли и, не дав в руки, вы их держите в руках, конечно, в первую очередь, что бросается: насыщенность цвета барабанов, уровень отделки. Обработка, да. Да, то есть сразу видно, что оригинал выглядит в разы лучше. И если мы посмотрим, то есть все маркировки совпадают, но если мы вот так вот посмотрим с торца на фирменные красные барабаны, то Они в оригинале они прокрашены полностью, Да. а не оригинал, они прокрашены только сверху. И торцевая часть, она... Говорят даже, что это не краска, говорят, что это даже пленка какая-то. То есть кто-то там что-то капал, когда, я имею в виду, обрабатывал механизм, да, обслуживал, и просто это слезло все. То есть это Ну, даже так вот не даже. краска, да, какая-то пленка. Самое интересное, что хотелось бы отметить, при детальном рассмотрении неоригинального механизма 3135 у этих новых часов болты уже крутились. И это можно заметить при увеличении. И такое, ну, то есть там это делает не завод, это делают физические люди, по всей Да, видимости. да. И поэтому китайцы их штампуют. Не знаю, кстати, есть информация, сколько они в год таких часов выпускают? В год нету, но спрос просто бешеный. Есть, существуют форумы специальные, где люди оставляют заявки, Мгм. скидываются на оригинальные часы, или фабрика, которая собирается подделать, покупает оригинал. Они очень часто покупают Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, например. То есть сообщество скидывается на часы, Мгм. сообщество указывает, где могут быть прорехи, то есть там Мгм. обратите внимание на цвет, обратите внимание там-то и там-то, там-то, и дальше уже китайцы штампуют. И я имею в виду, что цифр точных нету, но судя по активности на форумах, не будем их называть, да, Мгм. видно, что часы имеют просто бешеный спрос, и неспроста существует версия за версией. Версия Мгм. 2, версия 3, версия 4, и если это уже там версия 9, то понятное дело, да, сколько этих часов уже было, и это просто бешеное количество, сколько их возится, и Почему не сделают синюю пружину? То есть, когда ты Сделают. открываешь часы, те, кто понимают, они в Увидят. первую очередь обратят на это внимание. Они даже не будут всматриваться, они вот так вот откроют, посмотрят на барабан, посмотрят на пружину, и все. И им этого будет достаточно. Ты знаешь, уже сделали. Уже, то есть Уже есть. сделали в январе, так скажем, появилась из тени новая фабрика, Мгм. она называется VRF, вот, и они первые, кто сделали вот эту синюю пружину. Она по цвету будет отличаться, конечно, то есть там именно материал, покрытие этой пружины, да, вот голубой синий, он не такой, как в оригинале, но они пытаются реально это сделать, то есть какие-то 3 месяца назад этих часов еще не было с такой пружиной, Мгм. но сейчас уже и пружина будет такого же цвета, имитировать, по крайней мере, его будет. Ну, вот сейчас я постараюсь прикрепить видео и детально вам также отснять дополнительно, как это все обработано, как обработан мост. Точнее, здесь мост вообще практически не обработан. Мгм. Да, и это сразу бросается в глаза, и, конечно, пружина. Друзья, к чему я это все как бы хочу сказать? К тому, что роликсы нужно открывать и проверять. И даже если мы говорим про самую хорошую и лучшую копию, которую мы держим в руках, какие-то уже существуют еще более лучшие, но тем не менее, визуально, не вскрыв, неподготовленному человеку будет крайне тяжело определить, копия или подделка, тем более, если она такого высокого уровня. Если у вас возникают трудности, придите в специализированный сервис, придите к человеку, который имеет в этом огромный и богатый опыт. Так вы сэкономите огромное количество денег, ведь цена ошибки очень высока. Средняя цена на Submariner с датой в среднем от 600 тысяч начинается.
И если вы купите там практически за десятку часы, и они будут там не оригинальные, а вам их продадут под видом оригинальные, мне кажется, это будет очень серьезный удар Да, по мне кошельку. стоит сказать обязательно, да, не стоит обольщаться, гнаться за дешевым предложением, да, то есть подходить к этому вопросу взвешенно, потому что, как вы понимаете, до вскрытия часов все может быть визуально идеально. Может быть стоять оригинальная дата в подделке, может стоять инсерт от оригинала, может стоять циферблат от оригинала. Как вы понимаете, корпус 904 стали, браслет, ну, кто-то вряд ли будет заморачиваться менять. То есть визуально именно лицо часов может быть идеальным. Но только вскрытие покажет, да, что это подделка. Но опять же, и вскрывая часы, тоже стоит, ну, обращаться к профессионалам и смотреть внимательно, желательно, имею в виду, с часами, которые вот оригинальные, сравнивать, да, бок о бок. Потому что сейчас некоторые умельцы делают даже, ну вот, Франкенштейны, так называемые, которые имеют в своем арсенале в механизме оригинальные запасные части. Ну, я так скажу, что стоимость механизма, одного механизма в районе $3000. Вот если человек хочет вас каким-то образом обмануть, он может купить вот такие вот часы за энную сумму денег, поставить туда механизм, Да. а потом продать его за 600 000 рублей. Навариться Друзья, ни в коем 1000 на 3 случае на 4. 3-4 тысячи можно очень смело с этого заработать, но чтобы себя обезопасить, я буду повторять это вновь и вновь. Если вы не подготовленный человек, и если у вас нет опыта в определении оригинальности часов, не пожалейте несколько тысяч рублей. Сходите к людям, которые этим занимаются на каждодневной основе. Это убережет ваш семейный бюджет. Да, не пожалейте времени, потому что спешить никуда не стоит, особенно когда такая дорогая покупка, и видя просто предложение на Авито, да, там субмаринеры там и за 300, и за 700, и за 800, да, и там и скидки и так далее, там все нужно вскрывать обязательно, все проверять. Друзья, спасибо за то, что просмотрели наш ролик, делитесь им со своими друзьями. В гостях у нас был Максим, его инстаграм я оставлю в описании к данному видеоролику. Приходите к нам в гости, торговый центр Афимолл Сити, тот, кто еще не был, всегда будем рады. Ну и знайте, мы всегда топим только за оригинальные часы. Всем спасибо. Всем пока. Пока.